Друзья, этот видеоролик мы хотим посвятить приготовлению традиционного кавказского сыра. Для этого мы поедем в высокогорное селение, где до сих пор хранятся такие рецепты. По дороге мы будем проезжать живописные места, которые мы просто обязаны заснять. Дети, машина. Манит за собой. Белый там орел на небе вновь вершит судьбой. Как легко парит он в небе синим на виду. Неб его на миг свободы, но как его найду? Мы приехали в горное селение Саниба. Здесь нам местные жители сказали, что вот в этом доме делается сыр. Сейчас зайдем, поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Эльбрус. Нам сказали, что вы сыр делаете. Да, точно, вы вовремя попали. Сегодня дядя Эльбрус нам поможет приготовить сыр. Для приготовления кавказского сыра нам понадобится экологически чистое молоко. Для начала нам надо согреть молоко. Температура достигла 40 градусов, и мы добавим сейчас сюда натуральную закваску. Для приготовления сечужа используют говяжий желудок, заливают его сывороткой. Сейчас мы отберем как раз для себя. И тщательно надо перемешать его. У нас сейчас происходит ферментация. Минут 40 надо будет подождать. Ну, это от желудков зависит. Бывают хорошие желудки, бывают не очень. Не очень желудки, это те, которые вот бычков откармливают на бар. Кормовые бычки, которые стоят, стоят. Ну да, вот именно барды. Вот, бар. да, у них ведь вот этот фермент, он плохо работает. И обычно в ведро я ложу 3 желудка, а если такие попадаются, то 5 надо положить, чтобы оно так более-менее схватывало. А самый лучший желудок это от подсосного теленка. Вот один подсосный теленок, вот этот маленький желудочек, может где-то на тонн 7-8 молока хватать. Вот этого сечужа. Допустим, я снимаю с ведра, доливаю, и тут же опять сыворотку доливаю. И он да, работает. И работает долго. Чистота. Я вот перед тем, как делать сыр, я пойду, он у меня щетка специальная, я все помою. И уже даже вот ручку открываю вот так вот, чтобы как хирург бывает, вот, чтобы он ни за чего не дотрагивался. Потому что молоко любит чистоту. Эй, басарня! Уже становится жестким. Пока идет процесс ферментации, мы с детьми пойдем посмотрим окрестности местные. Просто 60 весит. Смотри, это ты здесь сняла. И еще надо украсть. О! Он сейчас застрянет. Валер, садись ко мне. Да? На наш. Это что? А? Мама! Понимаешь? Сейчас она уже свернулась так, как нам нужно. Перемешивать его нужно именно рукой, не блендером, ничем. Потому что вот это в однородную массу ее превращать нельзя, она должна быть в гранулах. Но прежде тщательно помыть руки. Все, теперь минут 10-15 ждем. Сыр сейчас опустится вниз, сыворотка поднимется. То есть сыр сядет сейчас. Сыворотку солью, а потом будем собирать сыр.
Для сыра нужен именно активные сливки. Активные — это вот то, что в молоко наверх поднимается, вот эти сливки, это активные сливки. А то, что уходит в сыворотку, вот туда я в сыворотку наливаю во флягу, и вот сегодня налью, завтра я еще оттуда 1,5 литра сливок сниму. Эти сливки уже называются пассивные сливки. И вкус сыра идет именно от активных сливок. То есть активные сливки остаются в сыре. Поэтому вкусный сыр получается. А когда снимают, это халтурный А сыр. когда называется. это уже, да, там уже, они-то говорят, мол, жирное молоко туда-сюда, но активных сливок уже в этом сыре нет. Активные сливки они снимают. То есть на базаре мы вот такой сыр не сможем купить. Навряд ли. Поэтому у меня такой спрос. В прошлом году у меня было 17 коров. Ну, и сыр у меня сильно, ну, то есть чуть ли не очередь у меня была, чтобы сыр у меня взять. Ну, я всем уже сказал, говорю, у меня нет коров, чтобы не запаривали меня. Ну правильно. А что будет, если передержать? Если передержать, то сыворотка, ну, как бы поедает сыр. И выход сыра будет намного меньше. Больше 15 минут нельзя его оставлять. После того, как перемешаешь. Сыворотка же очень полезный продукт, да? Да, я, например, в основном вместо воды сыворотку пью. Ну, правда, свежей я не могу ее пить, она как молоко. Чуть-чуть прокиснет когда. Так, вот теперь его начинаем собирать. Со скольки литров у нас молока получится 1 килограмм сыра? Ну, в среднем 10 литров молока. А в нашей кастрюле сейчас сколько литров молока? Ну, здесь было где-то 25 литров. Это 50-ка кастрюля. Вот весной, когда вот новая трава появляется, плотность же ниже бывает. И вот в 50-ки кастрюли получается где-то 5 килограмм сыра, даже иногда чуть меньше. А вот сейчас уже будет получаться где-то около 7 килограмм. Более-менее его собрали, теперь его в сетку. Вот по структуре сейчас руки мои чувствуют, что ну, идеально сыр сделался. Перегревать тоже нельзя, он быстро схватывается тогда. И потом, когда сыр кушаешь, он как резина кряхтит в зубах. Я сталкивался с таким Да? сыром. Он как резиновый. Вот смотри, вот сейчас, если вот эту кастрюлю я в течение часа не помою, вот эти вот куски сыра, его только железной щеткой можно будет, так настолько сильный кальций в этом сыре. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что в этом сыре очень много кальция. Да, очень. Я как-то Это как моцарелла. Не знаю, моцареллы я не знаю. Обалденная вещь. Так, теперь переворачивай. И вот теперь структура сыра уже появилась. Еще чуть-чуть. И вот сейчас часа через 2 еще один раз переверну его. И все, и до завтрашнего дня он будет в сетке находиться, чтобы с него сыворотка стекла. А сколько вам лет? 61. А на турнике сколько раз подтягиваетесь? Раз 15. Прошло 2 часа, мы еще сделали несколько переворотов. Сейчас он совсем красивый стал. И все, до завтрашнего дня он должен вот так вот. Все, мы заслужили вот такой кусок сыра. Посмотрите, какой нежный сыр. Вот из такого сыра делаются настоящие остинские пироги. Вот завтра его надо будет достать вот в эту чашку, посолить и подставить эту чашку вместе с сыром в теплое место, чтобы он немножко забродил. И тогда будут дырочки в сыре. А если в холодном месте, то дырочек не будет. Понятно. Мы получили инструктаж и заберем сыр домой. До свидания, дедушка Эльбрус. До свидания, мои золотые.
Спасибо, сыр. На здоровье.